Всем привет, меня зовут Андрей, и сегодня мы поговорим с вами о Монголии, стране, которой я занимаюсь уже пятый год, счастливый и не всегда, и конкретно о столице Монголии Улан-Баторе, и город для нас станет путеводной звездой по части монгольской истории. Но сначала мы сделаем пару шагов назад. Что вы знаете о Монголии? Монголия, наверное, в сознании наших граждан это пережиток того, что осталось еще со времен Советского Союза, да, социалистической системы. Ну, что вы можете вспомнить? Это лошади, степи, юрты. А ведь на самом деле мы имеем матрицу наоборот, когда реальность гораздо более привлекательна и интересна, чем то, что мы себе представляем в голове. Чтобы погрузиться на глубину веков, давайте сначала научимся плавать в бассейне. Монголия – это страна в Северо-Восточной Азии. Она очень большая по масштабам, в нее может влезть почти 3 Франции, и она полна богатыми ископаемыми. Что касается географического положения, то Монголия зажата между Россией и Китаем. И это очень важно, потому что это определило ее историческое развитие и будет определять в большей степени. Более того, это определяет и самосознание самих монголов, которые видят себя в этом мире как страну, как нацию, которая живет между двумя державами, да, в этом мире. И жила, и живет, и будет жить. Что касается самих монголов, то их чуть больше 10 миллионов во всем мире, и всего 3 из них находятся в Монголии, проживают в Монголии. И самый интересный факт заключается в том, что из этих 3 миллионов проживающих в Монголии целый 1 300 000 живет в самом крупном городе страны, в столице, в Улан-Баторе. Улан-Батор находится в долине реки Тул. Это центральный аймак, примерно чуть-чуть ближе к западу Монголии, и является всем центром политическим, культурным, религиозным, экономическим и так далее, и так далее. Но по поводу расположения в реке Тул так было не всегда. И тут начинается самое интересное. Улан-Батор начинался в 1639 году как монастырь, который построили для молодого ламы Дзанабадзера в 1639 году. Тогда ему было всего лишь 4-5 лет. Уже с самого рождения, в 1635 году, было понятно, что он станет очень значимым представителем буддийского духовенства в Монголии. Он является первым монгольским перерожденцем в линии реинкарнации. Это такой феномен в тибетском буддизме, когда мы говорим не о каком-то конкретном физическом человеке, а о сущности, которая перерождается из человека в человека. Всего их было 23-24 в этой линии перерожденцев. И берет она свое начало у Ананды, это двоюродный брат Будды Шакьямуни. Так что теперь мы фокусируемся не на конкретном физическом человеке, а на сущности, которая кочует из человека в человека. А вместе с этим человеком кочует и сам монастырь, что самое удивительное. Так что монастырь был весьма необычен, он кочевал и перекочевывал целых 29 раз с 1639 по 1778 года. Почему он кочевал? Потому что мог. Надо себе представлять, что монастырь это было не как мы себе его представляем, здание, забор такой обнесенный каменный. Это была большая юрта, ставка, поэтому и назывался монастырь Урга, что в переводе означает ставка, и из комплекса маленьких юрт по соседству. Позже к этому комплексу добавились китайские лавки, какие-то торговые тоже узлы. И вот все это вместе перекочевывало на протяжении целых 100 лет. В первый период истории Улан-Батора, тогда еще монастыря, было непростое время для халхо-монголов, то есть для тех монголов, которые жили в современной внешне независимой Монголии. Исторический контекст был довольно сложным в то время. Халхо-Монголия, то есть вот та Монголия, о которой мы сейчас говорим, независимая страна, была восточной частью Большой Монголии. На западе были джунгары, с юга были харчины, это внутренние монголы, которые сейчас живут в Китае, а с севера были буряты, тувинцы и калмыки. И вот монголы оказались на перипетии халхо-монголы. Джунгары идут на них войной, хотят завоевать и создать огромную империю монголов, заново из пепла ее восстановить. И монгольские князья, халхо-князья, созвали съезд, на котором они должны были решать, что же им делать. Либо им воевать с джунгарами, либо им идти на север и просить помощи у русских, либо им идти на юг и просить помощи у китайцев. И вот на этом съезде выступил уже известный вам Дзанабадзер, который к тому времени стал уже огромным политическим авторитетом. И он заявил, что на севере живут люди, которые являются приверженцами черной веры и застегивают халат не так, как мы. А на юге наоборот, люди приверженцы желтой веры и застегивают халат так же, как и мы.
И эта речь на самом деле показывает приоритеты монголов. Дело в том, что черной верой они называли монголы, называли христианство, а желтой верой буддизм. Халат они застегивали действительно так же, как и монголы, китайцы, и поэтому, видимо, ввиду сильных культурных и религиозных различий с Россией, монголам было ближе и на тот момент правильнее, как им казалось, вступить в союз с цин. Для них огромное значение имела религиозная и культурная схожесть, идентичность. И именно поэтому князья Монголии вместе с Занабадзором в ближайшее время после этого съезда присягнули на верность империи Цин. Причем есть интересная история. Монголы почти 300 лет были в зависимости у китайцев, и для них этот период – это черный период их истории. И, казалось бы, монголам нужно винить Занабадзора за то, что он внес решающий вклад в присоединение Монголии к китайцам, к империи Цин. Однако этого не происходит. Занабадзор, как я уже говорил, был не просто физическим человеком в конкретном времени, в конкретном месте. Он был перерожденцем, а это значит, что его линия реинкарнации продолжается в будущее. Всего их было 9 перерожденцев в Монголии, и 8-й из них вывел Монголию из-под китайцев в 1911 году. Монголы говорят, что Занабадзор, находясь в том времени и в том месте, должен был повлиять на решение монголов о присоединении к Цин. Это было обусловлено временем. Однако впоследствии, когда монголы поняли, что под китайцами не очень хорошо, и это влияет негативно на их страну, было необходимо вывести Монголию из-под влияния империи Цин. Таким образом, монголы верят, что Занабадзор, приняв, возможно, не очень правильное решение тогда, исправил его в 1911 году. Итак, мы имеем кочующий монастырь с 1639 по 1778 года, перерождающегося монаха и потерю Монголии своей независимости. В 1778 году ставка в монастырь оседает в долине реки Тул, где и находится по сей день, и обрастает огромным количеством юрт, китайских лавочек. Это становится транспортным, экономическим, торговым, политическим и так далее узлом. Причем, будучи местом расположения не только монгольских зданий, то есть юрт, но также и китайских лавочек и тибетских строений, город уже с самого начала начинает развиваться в смешении всех трех культур. В 1911 году в Китае происходит Синьхайская революция, в ходе которой Монголия объявляет о своей независимости и становится теократической монархией во главе с Богдагегеном, то есть все тем же самым перерожденцем по линии Занабадзора. Город получает название Нислиль-Хуре. Нислиль дословно переводится как «столица». Но метаморфозы города на этом не заканчиваются. Вскоре в Монголию приезжает барон Унгерн со своей дивизией, и он считает, что его долг освободить Монголию от китайских захватчиков. У Унгерна получилось это довольно успешно. Он быстро изгнал китайцев из столицы Монголии и уже начал вынашивать планы об объединении всех монгольских племен. Монголы живут в России, это буряты, тувинцы и калмыки, а также во внутренней Монголии, это харчины. Однако планам об объединении всех монгольских племен не суждено было сбыться. В 1919 году Советская Россия принимает решение о помощи монгольским революционерам в организации партии народно-революционной и о содействии народно-революционному восстанию в стране. К 1920 году в стране устанавливается статус-кво, при котором на троне остается Богдагеген, теократический монарх, но при этом усиливается власть народно-революционного движения. Революционеры не могут просто так сместить Богдагегена с престола, поскольку он является не только политиком и монархом, но и огромным религиозным авторитетом. И вот в 1924 году Богдаген умирает, и с этого начинается период социалистической власти в Монголии. И именно в 1924 году город получает название Улан-Батор, что дословно означает «красный богатырь». В социалистический период истории Улан-Батора город стал городом в современном понимании этого слова. Но в нем все так же переплетаются все исторические пласты и культурные, которые были до этого. Так, находясь в старом монастыре в центре города Чойджи-Лан-Сум, можно, выйдя из этого монастыря, увидеть за забором постройку начала социалистического периода, такую небольшую, какую-то полудеревянную, полукаменную. А сразу за ней огромный высотный небоскреб полностью из стекла. При этом город не монолитен и в других отношениях. Есть развитый центр, где небоскребы возвышаются, есть KFC и так далее. Есть периферия города, где живут более бедные классы людей. А есть юрточный квартал, то есть целый огромный пласт города, который построен исключительно из юрт. Если в 1919 году население города составляло всего 100 тысяч человек, к концу 20 века это уже было 800 тысяч, а сейчас 1 300 000. К 2020 году монголы планируют довести численность населения Улан-Батора до
2 миллионов человек. И все эти люди тоже неоднородные, это не какая-то одна монолитная масса. Они есть разные, есть бедные, богатые, есть средний класс, хипстеры. Но об этом мы поговорим с вами в следующем выпуске.